I'm Patrick Lancaster, and right now we are back in the center of Kursk. And as we have been doing our investigations here in Kursk, in the Kursk region, near the front line and beyond, we've been discovering many stories of civilians being killed by Ukrainian attacks, and specifically face-to-face with Ukrainian soldiers, some say foreign soldiers, but we're not here to give you just stories that we hear secondhand. That's why we're doing the real investigation here on the ground to bring you the eyewitness accounts, as we always do. And I have been able to find the husband of a woman who was pregnant. Very horrible story. And unfortunately, they were trying to leave from their town here in the Kursk region of Russia. Again, this is Russia, not a disputed zone in the Ukraine war zone or something like this. This is Russia that Ukraine has invaded or incurred on, however you want to put it. But this family has a horrible story. Unfortunately, they were trying to evacuate their village and came across what the story is, a group of Ukrainian soldiers that basically executed or killed his wife, pregnant wife. But we're not, again, giving you this story secondhand, bringing you to the best information as possible on these stories. Now, this is a horrible situation. Luckily, this man's strong enough to be able to talk to us about this horrible situation. And we're going to be as respectful as possible. Just let him tell us the story as it really happened from an eyewitness account. The husband of a pregnant woman that was killed. And as we understand, they also had their 2-year-old son with them, and luckily he's still alive but injured. But let's go talk to the man himself that lived this. And unfortunately, his wife didn't. Меня зовут Артем, мне 30 лет. Вот и обстоятельства вот эти печальные, про которые вот вы, как это все происходило? Ну, значит, 6 числа в промежутке с 9 до 10 утра мы эвакуировались, я, моя жена, сын и ее мама из села Куриловка. Мы выезжали оттуда на 2 машинах, я ехал спереди, моя жена ехала с сыном и с тещей сзади. Вот. Я ее специально посадил в нашу машину, ну, это машина нашей семьи. Я ехал на отца, на Ниве, так как она помедленнее, я ехал первый. Вот. Я специально ее посадил, так как машина быстрее, чтобы мы как можно быстрее проскочили, потому что я когда заезжал в село, там, где наши солдаты дислоцировались, разорвался снаряд. И я понял, что уже все очень печально, и как бы снаряды разрываются все ближе. Ну все, мы все сели в машину и начали двигаться. И на выезде до главной трассы, Куриловка-Гончаровка, там, я почувствовал, ну, услышал хлопки, выстрелы. Вот. Я думал, наши солдаты дрон сбивают, и как-то, знаете, так немножко чуть как-то настроение, что-то, думаю, наши солдаты рядом, вроде безопасно. Потом я почувствовал, как машину мою начинает осыпать, как будто камнями, знаете, вот. Я так чуть пригнулся, и дальше движемся, и мне первая пуля залетает в лобовое стекло, и вот здесь вот проходит. Я понял, что по мне обстрел идет. Я так голову поворачиваю, а он буквально в 2 метрах от меня, солдат ВСУ с синей повязкой, с автоматом. Он видел меня, я видел его, и пуля прошивает мне вот здесь козырек, кепку просто сбивается. Я понял, что все, идет обстрел. Как бы я видел как одного солдата, но по ощущениям, то, что их там было, ну, несколько. То есть как градом, грубо говоря, пуль. Я проскакиваю его, и моя жена ехала от меня, может, метров 100, наверное, она чуть подотстала. И я так его проскочил и высунулся из машины, и кепкой ей машу: быстрее, быстрее, проезжай. И еще чуть, он там как на повороте, как на дуге был, там вообще чуть-чуть такой легенький поворотик. И я только проскакиваю, инстинктивно останавливаю машину, думаю, ну если они сейчас ее там остановят, туда пойду забирать ее.
Я останавливаюсь, машину как разворачивает чуть-чуть боком, выбегаю с машины и выскакивает ее машина из-за поворота, так, знаете, неосторожно, прям как хватает обочину, сигналит, думаю, вот проскочила, повезло, все хорошо. И я только ногу заношу в салон, только сажусь, еще даже не занес ногу, и мне удар сзади. То есть, когда они проезжали, теща сидела сзади, Матвей сидел в кресле в детском, они когда выезжали, он начал засыпать, и она его с детского кресла положила на коленочки себе. И когда они проезжали, они почувствовали этот обстрел, и она смотрит, а у Матвея ранение сзади по спинке. Она кричит: Нина, Нина, Матвея ранили. Нина была уже без сознания. И эта теща вырулила машину и специально направила в мою, чтобы остановиться. Я выбегаю с машины, кричу: Матюшу, ко мне в салон, садитесь ко мне в машину. Открываю водительскую дверь, а моя жена уже лежит и хрипит. Очень глубокое ранение у нее здесь сзади было, где-то, так. Я так под спинку, кровь прямо льется. Она хрипит, я пытаюсь ее поднять, силы сразу покинули меня. И Матвей плачет в крови. Я говорю маме: мам, помогай. Мы достаем ее из салона, я вот так вот смотрю в сторону и думаю, лишь бы он просто не выбежал, нас не добил, солдат этот. И все, мы кладем Нину ко мне в салон, а когда произошел удар, мне как раз в Ниве, она пятидверная, загнуло колесо заднее, то есть ушло полностью, и мост согнуло, повредилось, а в Форде колесо переднее вывернулось, и на чем выезжать, я принял решение ехать на Ниве, так как она полный привод, и думаю, на передних выскочим. Мы сели, я пытаюсь тронуться, а не могу, машины сцепились между собой. Навыки вождения помогли, я пониженную пытаюсь раскачать, вырываюсь, все, мы выскакиваем оттуда и едем в больницу, а она с поселка Куриловка, она самая первая, как раз, то есть там езды недолго, и мы летим, стекла сыпятся, я думаю, лишь бы колесо не разбортировало, чтобы мы хотя бы доехали. Я так назад смотрю, а у Нины уже глаза стеклянные, ротик открыт, без звуков. Мама кричит: пульс есть, едем. И так я футболку снял и на лицо положил, чтобы стекла на глазки не попадали. Так по животику вожу рукой одной, чувствую, что живая еще. Мы приезжаем в больницу, все, врачи, все, выбегает медбрат, сразу проверяет пульс есть, живая еще была на тот момент. Я ее собственными руками, мы ее на носилках на второй этаж в эту хирургию, где она до сих пор там лежит, ее оттуда не эвакуировали, ее не вывезли, тело находится там, где я ее вот этими вот руками своими откачивал, я делал массаж сердца. Сыну сразу помощь, сразу обработали ранки ему, все. И врачи долго пытались, я не знаю, по времени, может минут 20 там, пытались ее откачать, и я так в коридоре стою и чувствую, как у меня сердце прям кусок отрывается. Я понял, что ее не спасти. И выходит медбрат и говорит, что моя жена умерла. Она была на 2-м месяце беременности, мы ждали 2-го ребенка. Вот так вот все произошло, все в один момент, просто вся жизнь перечеркнулась. Я мог ожидать все в тот момент. Разрыв снаряда, беспилотник, коптер, все что угодно. Но не солдата ВСУ, который был буквально в 2 метрах от меня и расстреливал мою семью. А у сына вашего как сейчас состояние? Сейчас все в порядке. Значит, у него 3 осколочных ранения были от кузова автомобиля. Даже не стекол, а именно металл, который пули разрывали. У него, значит, на спине 3. На спинке, значит, 1 глубокая, 1 вот на плече и на попе. И на попе осколок до почки там чуть-чуть не достал. Делали операцию. Вот. Первые дни
такой вяленький. Сейчас уже все хорошо, в настроении. И я Богу благодарен, что сын остался жив. Эта жена пулю эту поймала инстинктивно, потому что он был за ней, а пуля ей зашла вот так. Я думаю, она просто прикрывала тело своим телом его, чтобы... Сыну вашему сколько лет? Сыну моему 1,8. Вот в этом месяце будет 1,9, 23 числа. Совсем маленький. Да, еще нету 2 лет. Скажите, а здесь вы сейчас где живете? Здесь, значит, сестра двоюродная, они снимали квартиру, ну у них тут есть квартира, они снимали квартиру эту. Вот, мы всей семьей здесь, как бы сейчас снимаем ее. Как бы проблемы с жильем, с едой, там волонтеры все помогают. И одежду там, и питание детское, и нам еды, как бы, вот, все как бы нормально. Просто я не могу, тело не могут вернуть жены моей, не могут вывезти из больницы отсюда. Мне хранить нечего будет, поймите, по-людски просто. Отдайте тело моей жены, я ее похороню по-человечески. Почему не отдаете? Ну, как говорят волонтеры, не могут пройти туда. Просто находятся под обстрелом или под контролем Украины. Как раз вот это село Гончаровка, где находится вот эта больница. Не могут зайти наши солдаты и вывести. Вот ее убили 6 числа, уже 2 недели, там лежит тело, оно даже не в морге. Просто очень страшно. Тело мне отдать. И все, я больше ничего не прошу. Просто тело супруги моей жены отдать. Я опознаю ее в любом виде. У нее кольцо обручальное. На руке я не... Ну, если эти украинцы просто не сняли, не украли его. У нее колечко такое же самое. Извини. Ви сказали, український солдат был параметр, и они видят вас гражданский, Да. и все равно Да, стреляют. да. Как Они вы- открыли огонь еще до того, как он меня увидел. То есть они начали обстрел моей машины метров за 100, наверное. Может, за 70. Они просто стреляли. И как вы подумал, и если они знают, вы гражданский, твоя семья, как вы подумал, почему они стреляют на Я гражданский? думаю, что они пришли конкретно вот, я ему в глаза просто посмотрел, даже через вот эти очки я увидел, как что они пришли туда убивать. И они пришли убивать не просто тот, кто все живое, что находится на территории России. Неважно, это женщина, это дедушка, это неважно кто, они просто пришли убивать. Они пришли зачистить эту территорию вообще от живого, все живое, что находится там, они пришли зачистить. И они просто убивали, на этой дистанции много кого расстреляли. На вот этом промежутке, где погибла моя жена, много кого расстреляли. Ну, всем повезло, все как не попали, можно сказать. У меня тоже как, ну, вот так пули проходят. Я почувствовал порох пули, понимаете, которая залетает в салон и разрывает. Я почувствовал запах этого пороха. Вот так пули прошли у меня. Просто. И я видел его, я видел этот автомат. Я его как вот сейчас вижу вас, так и увидел я. И вот он у меня до сих пор перед глазами. Тело отдайте моей жены. Просто я прошу, верните тело. Извините. Мы будет
Пытаться покажи мир, что реально здесь. Очень, извините, нету слова. Что будет дальше, Зови? Не понял. А что будете делать дальше? Ну, буду пока молиться Богу, чтобы как можно скорее привезли тело моей жены. После похорон буду думать о переезде из Курской области куда-нибудь подальше, в Москву, там, чтобы дать хорошее образование своему сыну, чтобы сделать хорошее будущее для своего сына. Это вот это будет моя следующая задача. Попытаться жить как-то дальше и воспитывать его. И также семью своих родных, всех отвезти, ну, уехать отсюда. И как возможность, нужно помочь все это. Нужны деньги или как это будет хорошо, если могу помочь. Если можете, то помогите. Вы есть карта? Да, есть карта. Если можно, покажи это. Это 5-4-6-9-3-3-0-0-1-4-9-6. Если кто можно помочь, я думал, это будет очень хорошо, потому что нужно. Конечно, нету слова сказал, как тяжело твоя обстановка. Но как вы слушали, видите, это только твоя семья был, как это, который украинский именно стреляет, или... Нет, не только моя семья пострадала от рук этих солдат ВСУ. Много знакомых, которых расстреливали. Много кто говорил то, что вот, ну, просто убивали поселками. Не просто, а целыми поселками. Поселок Казачья Локня, он подвергся атаке. Там людей просто не выпускали мирных, а первые вообще при виде вообще людей их расстреливали. Даже вот по сводкам телеграм-каналов, вот солдаты зашли в поселок, и они просто обстреливают с миномета дом. Неважно, там есть кто-то, нет, они просто начинают зачищать, убивать. Женщина на вокзале, которая пыталась сесть в машину и уехать, ее просто дрон взорвал. И она не смогла даже покинуть, она кричала там, и она умерла просто прям там, и тело осталось лежать прям там. Женщина? Женщина, да. От дрона? От дрона. Украинский дрон пришел, они есть камера, и они видят женщину. Они не могут подумать, это военный, да? Нет, ни в коем случае. Был случай, когда это все уже в этот же день машину скорой помощи подорвал дрон. Фельдшер и водитель, они погибли. Врач осталась жива, тоже с тяжелыми ранениями. Гражданский, мирный скорый. Гражданская, обычная скорая помощь, не военная, гражданская. Даже были моменты такие, что когда выезжали из города, при выезде из города, просто расстреливали мирные машины, мирных людей, просто расстреливали, чтобы они не выехали оттуда. Много брошенных машин, сожженных, там по обочинам валяется, как апокалипсис, понимаете, какой-то. И что могу сказать за иностранца наемник или иностранца солдат? Вы слышали, видите, что они будут за это? Я верю, да, Не, видит, или видеть, слышал, или... я видел солдата, но я не видел нашивки на нем. Мгм. Вот это я могу сказать, что нашивок я не видел. Но я видел у него перемотанная каска. Я не знаю, может, я как-то машинально, но мне кажется, я не увидел у него перемотанных вот здесь вот, Мгм. на руках.
как бы по словам может говориться, что это ну, как бы наемники не перематывают вроде как. Ну, могу ошибаться, не знаю. Но я верю, что там наемники. Я верю, потому что слишком они все слишком профессионально, там подготовка. Это не просто какая-то ДРГ, которая зашла там. Просто они с молниеносной скоростью, они там буквально за 2 часа просто, они уже было очень тяжело выехать. Семья, девушка, то ли 7 детей вывозила с-под этих обстрелов. Знакомые возвращались в деревню, там все ж думали, как бы может все это как прекратиться. Он в деревню заехал, а обратно при выезде его с миномета просто видят, что гражданская машина, начинают расстреливать, не попали. Это территория, там русский военный был ближе или далеко? Или... Это территория, где вот где находится моя жена, вот эта больница, это село Гончаровка, она ближе к Украине. Вот сначала идет эта вот Гончаровка, и дальше уже пошло все остальное. Ну и сколько, извините за много вопросов, это сколько, вы сказали, женщина был именно украинский дрон. Может, в русской войне был ближе она, или это просто мирная женщина? Нет, это мирный, это был центр города, ну как вокзальная станция, площадь. Это даже не был дом, за которого, это была площадь. На площади стояла машина, она бежала в эту машину сесть, ее ударил дрон. Нету военных? Нет военных. И много случаев, да, когда просто, ну, заходят в дом, выводят из дома и расстреливают. Просто не могу, ошибка как это, может, они думали войны, просто убивают Нет, мирных. это целенаправленное убийство просто мирного населения, целенаправленное просто, я не знаю, как это слово правильно подобрать, геноцид русского народа. Просто убивали всех, кто находится на территории. Без разбора. Это твоя машина, которую ты Да, был, на которой ехал я. Отец снимает. Да, мой отец снимает, и впоследствии я уже вез свою жену, своего сына и тещу. Вот на вот этой машине мы выезжали. Ну, сюда зашла, получается, ну, чуть выше резинки пуля. Тут, может, не видно так вот. Вон приборку пробила. Сейчас я отсюда. Короче, приборку вот пробила. И вышла вот, ну, на то стекло. Разбила. Если бы кто-то спереди сидел, мне кажется, был полнейший пиздец. Ну, там обычно внук сидит в кресле. Сейчас я тебе покажу еще. В кусты ее загнали, чтобы беспилотники блядские. Тут как бы правая сторона. А сзади вот были, можете, вот они в их заходы были 3 пули. По крыше вот вышло отсюда. Вот и, ну тут понятно, что стекло побито. Вот зад, а это взад уже невестка уже, ну считай, мертвая, она на форду туда зашла. Вот она тут чулок согнул, я запаску ставил. Артем на диске доехал до больницы. Тут, ну короче такая, тут все вырвало нахрен, порог, ну короче такая беда. И жена был сзади. Да, я ее положил на заднее сиденье. Вот уже, как она не подавала признаков жизни, я думаю, что уже в коме. А теща с сыном сидели спереди. А это потом, после. Вот как... Как это момент произошло? Это был 2 машины, да? Мы ехали, да, на 2 машинах. Ага. Произошел обстрел. Я остановился просто во время движения. Ну, я проехал и остановился, чтобы убедиться, что все хорошо сзади. И уже теща направила машину сама в мою, чтобы остановиться. И после я принял решение, что их нужно эвакуировать со второй в первую и двигаться дальше.
И вот мы на ней доехали до больницы. So, когда этот момент, этот солдат видит тебя и стреляет, он видит на два машины, да? Да. И стреляет за Да, два да, машины. да, Ага. Просто вы произошло сели, но вторая машина попал жена. Да. Жена была за рулем второго автомобиля, и он в нее попал. Если вы могу говорить западные США, Европа, может, Киев, что вы могу говорить о них? Я хочу попросить, чтобы повлиял Запад, повлияла Америка или другие страны на Украину, чтобы они дали коридор, чтобы вывести тело моей жены и чтобы вывести вообще мирное население. Я хочу попросить у Запада и всех стран, или вообще кто меня видит, чтобы повлияли на Украину, чтобы дали коридор гуманитарный. И за солдат, который стоит на твоем городе сейчас, за именно солдат, если вы могу говорить, это солдат лично, который стоит там сейчас, что вы могу сказать о них? Как что они скажут? Да, украинский солдат, наемник, да. Отдайте тело моей жены. Верните тело моей жены, пожалуйста. Я ее похороню по-человечески и все. Пожалуйста. Отдайте тело моей жены. Right, so I don't think I can add any words to this really. You see what this man has gone through and what his family's been going through. We need to show the world together what's happening. He's been so strong to be able to talk to us and to show you what's the situation here. I can't, there's no words. We see the horrible situation he's in, so those in Russia who can donate to the card, we should do it. I mean, you see how much it's needed. And we're going to continue on to do our best to try to show the world what's really happening. And our team is so strong to help us to do that. Let's just keep on strong, showing the world together. Even though it's a horrible situation, hit that like button. Share this video to as many people as you can so the YouTube algorithm can show more people what this real situation is. So people have a chance to see things on this side of the line, because of course Ukraine's not going to show this information because it's not in their best interest, and the Western mainstream media is not going to show it because it's not in Ukraine's best interest. We give you a chance to see things on this side. Get as much information as you can from as many sources and understand the situation better. Educate yourself. Don't be led like sheep. Let's just keep on strong. Спасибо, извините.